Я приветствую вас, представители знака зодиака Водолей. Таро расклад. Перекресток реальности. Апрель 2025. Ключевые события вашей жизни, как вестники перемен и к чему все идет. Давайте узнаем, что прояснится для вас в апреле или какая информация, может быть, откроется, с чем это будет связано. Как меняется, по сути, ваша реальность и какие ключевые события выходят на первый план в апреле месяце. Что будет продолжено? Может быть, чему-то вы скажете и нет, такое тоже могу предположить, потому что условно апрель мы можем разделить на две части. И первая часть у нас еще, или первая половина апреля, совпадает с ретроградностью до 7 числа Меркурия, и мы знаем, это какие-то задержки, сбивчивая информация, задержки в оформлении, к примеру, документов, или когда нам нужно с кем-то договориться, а тоже не так быстро, как мы это себе планировали, нам приходится анализировать и находить нужные пути, может быть, и нужную информацию. И ретро-движение Венеры заканчивается 13 апреля, поэтому есть все надежды, что вторая половина апреля будет таковой, когда наступает больше ясности. Или когда мы можем приступить к какому-то делу для нас, как-то более продуктивно будет этот период. Давайте с вами узнаем. И мы достаем 6 карт. Первые 3 карты как ключевые события. 3 ключевые события. Или какая сфера жизни выйдет на первый план. Ключевые события. Третье. И вторые 3 карты – это к чему все идет. Как меняется ваша реальность? Что будет продолжено? Как изменится ваша жизнь? Возможно, и так. С чем это будет связано? И мы достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Первое ключевое событие. Куда-то не спеши. 4 мечей. Мы всегда приводим мысли в порядок. В первую очередь. Для кого-то из вас, мои дорогие водолеи, мы должны уделить внимание собственному здоровью, собственному имиджу. И это не значит, что мы болеем. Хотя может быть какая-то пауза из-за недомогания. Такое могу вполне допустить. И причина банальна. Устали. Поэтому режим труда и отдыха нам всегда об этом говорит карта. И второй момент мы складываем словно оружие. Мы никому ничего не доказываем. И значит, мы пытаемся как раз, вот эта пауза, пусть она недолгая, мы тут вряд ли что-то можем изменить, поэтому ускорение себе в апреле в начале не добавляйте, наоборот, какая-то более осмысленность, или когда мы адаптируем самого себя к той реальности, в которой мы есть. Нет динамики по этой карте, и карта говорит медитация, а вот передумать что-то, мы вполне так себе можем. Мы размышляем по этой карте тоже. Мы, может быть, и вспоминаем какой-то прежний период. Опять же, анализируем, потому что нам предлагает карта избавиться и как от негативных мыслей. О самодоверии говорит эта карта. И когда мы, может быть, не только мысли приходим в порядок, но и буквально наше тело. В конечном итоге это больше бодрости нам дает. И, может быть, вот этот период, коль уж мы ничего не можем тут кардинально изменить. И правда, начало апреля 2 ретроградные планеты, как и Меркурий, так и Венера, не дает нам фору вперед. Но и не надо, как будто так нам говорит карта. Удели внимание самому себе. И у кого-то, может быть, вот эта усталость, она уже достигла пика, а для кого-то из вас вы хотите изменить имидж. А имидж, это, знаете, это как сломать из себе какой-то шаблон. Ведь человек устроен так, люди, что вот они видят нас, и первое впечатление, оно наиболее сильным оказывается. И, может быть, вы хотите для работы, для большего заработка, для вашего осуществления даже какой-то мечты, может быть, вы хотите стать медийным человеком, или вы хотите даже сделать карьеру. Все равно вот это первое впечатление у людей. По крайней мере, карта об этом говорит. Подумай, водолей, может быть и правда какой-то шаблон о себе сломать у людей есть определенный смысл. Одним словом, не торопитесь. Вот такое ключевое событие. И дальше у нас карта ностальгия. Мы можем что-то вспоминать, но, видимо, до середины апреля вот еще такие энергии, они могут господствовать над вами. И поэтому, правда, не торопитесь. Какая-то перезагрузка, видимо, у вас происходит, и нужно быть обязательно добрее к самому себе. Это карта воспоминаний. И то,
что нам греет душу. По этой карте может, тем не менее, с учетом еще ретро-Венеры, ну, до 13 числа в нашу жизнь могут возвращаться люди. И это не происходит просто так, скорее всего, не случайно вернулся человек. Либо с ним связаны некоторые вопросы, мы можем отправляться по инстанциям, потому что мы должны, ну, к какому-то балансу, итогу подвести, допустим, начатое ранее дело, или какие-то отношения, или буквально заполнить какие-то бумаги или важные документы, которые связаны с прошлым периодом. И невольно мы в воспоминаниях каких-то находимся или погружаемся в них, потому что это более приятные воспоминания. Но по этой карте, опять же, могут быть и люди, которые пытаются вернуться в вашу жизнь. Это могут быть надежные друзья, или которые могут таковыми стать. Будьте внимательны к тем персонам, которых вам возвращает реальность. Значит, либо вы нужны для чего-то человеку, но и равносильно он для чего-то нужен вам. И мы не забегаем вперед, мы не говорим, что обязательно с кем-то идем под венец. Допустим, если человек, который был связан с вашей любовной историей, в этот период к вам возвращается, мы просто уделяем внимание, опять же, самим себе. Что-то анализируем, обдумываем, что мы готовы продолжать. Для чего это нам нужно. Или, может быть, завершаем те дела, которые мы не успели завершить раньше. Давайте посмотрим третью карту, ключевое событие, третье. По сути, это ваша карта. И вот в этой колоде это у нас колода ангелов-хранителей. Королева воздуха или королева мечей мы еще так называем. Сверкайте, блистайте, будьте популярными. Об этом нам говорит карта. Вот немножко другое трактование. Это карта компетентного человека, это карта, по сути дела, ну, как независимый арбитр, который умеет, ну, может быть, даже и правильно, но где-то жестко оценить реальность. Вот то, что сложилось, оно внутренне может вызывать у нас некоторое сопротивление или сожаление. Вот эти две карты могут говорить, ну, где-то и о сожалениях. Но то, что сложилось, то сложилось. И поэтому это карта эксперта, когда мы все же умеем себя направить в нужное русло. И карта, кстати, предвещает радость или какое-то очень доброе событие, которое, ну, надолго поселит улыбку на вашем лице. Вы останетесь к концу апреля месяца собой довольны. Вы можете остаться собой довольным, потому что буквально поменяете имидж. Вот интересно, очень выпали 3 карты, которые как работа над собой. Или, может быть, как работа над собственными ошибками. Такое тоже может быть. Мы ведь говорим, что мы что-то тут передумали. Или пусть это пока не конкретное воплощение, это на уровне наших мыслей или нашего сознания, нашего интеллекта. Но мы строим, наверное, как Альберт Эйнштейн говорил, воображение важнее знаний. Потому что мысль материальна. И то, что мы думаем сегодня, это означает то качество жизни, которое мы получим завтра. Но все же королева мечей или королева воздуха, она большой реалист. Она знает, как воплотить свою мечту в реальность. И ей помогает, что она умеет правильно оценить обстановку, приходящую к ней информацию. И она умеет хранить молчание и рассчитывает сама на себя. Вот такие энергии для вас. Интересно, давайте откроем последующие 3 карты и узнаем, к чему же это все идет. 4 мечей или 4 воздуха. Для чего это вам нужно? А ведь и правда у кого-то согласование, подготовка каких-то важных бумаг или наоборот, закрытие каких-то важных бумаг. У кого-то банально декларацию, может быть, вы составляете, подводите к балансу свои финансы, что-то и переоформляете по недвижимости. Ну, наверное, самые разные вопросы, которые касаются оформления чиновников. Или у кого-то это юстиция, буквально, когда приходится обращаться, может быть, и в суд, судебная инстанция. Или не вы это инициируете, а инициирует какое-то дело или какое-то событие в вашей жизни, или другой человек. Тут будет очень важно для вас, мои дорогие водолеи, действительно вот этот самый баланс. И не случайно, посмотрите, тут словно высшие силы говорят о какой-то ситуации, которой вы вынуждены были столкнуться в прошлом.
Но теперь вы должны все расставить по местам. Какой-то, может быть, последний аккорд вам предстоит сыграть и сделать это, увязывая с законом. То есть не должно быть противоречия с законом, мои дорогие. Здесь как закон и кармы, конкретно карма в этой колоде карты по судьбе. И мы говорим, карма – это всегда причина и следствие. И если мы что-то сделали хорошо, то нам тогда возвращает. Это, ну, как судьба или высшие силы. Нам возвращают через помощь других людей или через такое, может быть, состояние дел, когда нужные двери вот в нужный момент перед нами открываются. Или мы встречаем нужного специалиста, какого-то профессионала, эксперта. И пусть это руками других людей, вот эта помощь приходит высших сил, но тем не менее она приходит. Поэтому, с одной стороны, не идем против закона, наоборот, максимально все приводим к какой-то логической точке, завершения именно. Или понимание, как какое-то дело должно быть продолжено, опять же, увязывая это с законом. Почему? Потому что в последующем тогда нам не будет каких-то обраток. Или нам в последующем, в будущем не придется спешно останавливать какой-то свой процесс, которым мы будем заниматься, потому что мы где-то наследили в прошлом, и нам придется наспех что-то опять заново переделывать, к чему-то возвращаться. Поэтому вот этот тонкий нюанс передает нам карта. И нам не каждая карта олицетворяет изображение ангела. Восьмой старший аркан, юстиция, он как раз как сам ангел. Какая-то правда, истина, вот она есть, и это нужно учитывать. А все три предыдущие карты, здесь все зависит от вас самих. Поэтому, как и куда-то не торопиться, что-либо передумать, или мы по части людей, или пусть это какие-то события, тут могут быть, знаете, допустим, вернулся, ну или даже не вернулся, а вы слышите информацию, предположим, от какого-то человека. И да, это не вы инициируете какое-либо дело, а инициация идет от третьей стороны. Но значит, вам в этот период нужно уделить внимание этому вопросу для того, чтобы расставить все по местам. Но и еще вот это по местам, да, оно должно как-то увязываться именно с системой. Может быть, системой той страны, той местности, в которой вы находитесь, возможно, и традициями, безусловно. Здесь упорядочить в целом свою жизнь вам предстоит, начиная где-то даже с начала апреля, но не так вот спешно, что мы с места в карьер куда-то бежим. Нет, здесь все последовательно, здесь все продумано, и причем продумано должно быть у вас до мелочей. А если необходимо какую-то паузу вам взять или уделить внимание собственному здоровью, может быть, даже собственному имиджу, но, значит, вот такая неспешность в конечном итоге, она вам помогает видеть беспристрастно, опять же, какую-то реальность. Или для себя больше бонусов получить по какому-то вопросу, или часто это могут быть вопросы, которые связаны с документами, бумагами. Может быть, это пересмотры контрактов, кстати, в этот период. Может быть, у нас еще Венера ретроградная, и это всегда могут, к примеру, пересматриваться брачные контракты, переписываться, какие-то новые нюансы могут возникать. Но то же самое это может касаться и недвижимости, или работы. Вторая карта, как меняется ваша реальность или к чему все идет. И нам снова про баланс. Если здесь весы, то здесь нам девочка показана, которая идет по тоненькой жердочке. Ни вправо, ни влево. Бабочка. Это та цель, которую она хочет достичь. И она понимает, что с одной стороны равновесие держать придется, с другой стороны ей никто не мешает. И весь вопрос лишь в том, что удержать вот этот самый баланс, может быть, и где-то с учетом аркана справедливость сделать все по закону, чтобы не было каких-то деталей, которые после могут нас заставить вернуться назад. И вот эта жердочка, по ней невозможно пройти назад, чтобы не оступиться. И это будет карта вот так демонстративно показывать, насколько для вас, мои дорогие водолеи, какой-то последний заключительный аккорд или равновесие будет важно в середине где-то апреля.
И всегда, пусть не в этой колоде, но все же двойка земли или двойка пентаклей говорит о том, что мы легки на подъем. И сама по себе игра в этой колоде карт двойка земли обозначает. И игра, вся наша жизнь, мои дорогие, игра. И я могу сказать, планета Лилит, которая уже с 27 марта в Скорпионе, и это и есть некоторая игра между тем, что мы хотим осуществить, и той реальности, которая присутствует в нашей жизни. Но когда мы к чему-то относимся как дети, или мы сами эту игру себе новую как будто выстраиваем, вы будете сами у себя на уме, это точно, весь апрель месяц. Все верхние карты нам об этом. Да, есть как и желание изменить свою жизнь, но сделать это как-то более правильно, более красиво и, стало быть, более хорошо. Есть и то, что из прошлого еще не завершено и каким-то образом возвращается в вашу жизнь. Но есть и вы сами, и ваше будущее, и ваше новое качество жизни. И поэтому практически блистайте, карта и говорит. Но и вот этот самый баланс, к чему все идет, видимо, в течение апреля, вот вы будете где-то этот баланс стараться удерживать. И тут самое главное, от чего-то не отказаться, от вашей затеи, от вашей задумки, мечты, поставить это себе в приоритет и дать прошлому спокойно уйти в прошлое, мои дорогие. Иными словами, как-то красиво вам нужно закрыть в прошлое дверь, самому себе не навредив. Третье, ну вот, наверное, если мы вот так баланс этот проходим, и есть, кстати, я не договорила, двойка земли нам говорит о партнерских отношениях. Как минимум один человек, на кого вы можете рассчитывать. Или считайте это как ключевое партнерство. Оно в вашей жизни присутствует, и это, несомненно, должно быть продолжено. А паж жезлов, дела, работа, бизнес и деньги. И очень символично, что ваша карта выпадает уже вверху, и ваши новые задумки. И это сама по себе как карта мотивации, энтузиазма и креативности. Поэтому у кого-то это жезлы могут означать, ну, как новый вид творчества. Или просто, может быть, и не новый вид творчества, но вы можете расширять свое личное дело, свой бизнес, или задумаетесь о таковом, сделайте первые шаги, потому что по этой карте мы уже к чему-то приступаем. Мы уже как находимся, может быть, на самом первом этапе, но в процессе того, что мы хотим в конечном итоге получить или осуществить. Поэтому действительно, к самому концу апреля больше ясности для вас, мои дорогие водолеи. Вы уже точно знаете, что вы будете продолжать, а что вам даже не будет интересно. И об этом паж жезлов. Паж жезлов еще, однако, говорит о том, что мы учимся, продолжаем учиться. И, может быть, кто-то изучает языки, может, кто-то язык программирования. Когда мы можем рассматривать разные сферы деятельности, нас тут, в принципе, может что-то захватить, заинтересовать, потому что это как новый жизненный этап. И у нас достаточно и бодрости, и сил. Вот какая-то перезагрузка даже у вас может быть, мои дорогие, в апреле месяце. Давайте мы откроем карту «Совет». Вы знаете, позвольте себе чем-то вдохновиться. Для вас хорошее настроение будет основополагающим каким-то мотивом, как и, может быть, отпустить то, что было в прошлом, какой-то, может быть, и грустный опыт, или то, что вам не удалось осуществить. Принять во внимание, что жизнь все равно продолжается. Меня смотрят люди из разных стран, и у кого-то могли быть потери, или буквально как какая-то даже личная история. Такое может быть по шестерке кубков. Она закончилась каким-то фиаско. Вот я такое тоже могу предположить. Но это не значит, что мы замираем навсегда. Это значит, что мы идем вперед. И по тройке кубков именно в этой колоде карт это коммуникация, то есть общение, приятное общение. Поэтому, мои дорогие водолеи, вы должны себя окружать в апреле. Для вас это будет очень важно. Только теми людьми, которые вас буквально вдохновляют. Не те, которые дают бестолковые советы, или не те, которые вас пытаются словно тянуть назад или подстроить под свое удобство. Нет, это те, которые именно вас
какой-то креативности или вдохновению побуждают, которые вам добавляют жизненных сил и энергии. Ведь мотивация, вот наша внутренняя, это очень важно. И если мы застряли в каких-то воспоминаниях и света белого не видим, как же мы можем идти вперед? А когда есть хоть маленькая частица того светлого или как наша мечта, наших желаний, мы хотим это воплотить в жизнь. И значит, мы найдем обязательно силы. У нас удваиваются или утраиваются силы. И конкретно дружба по этой карте прописана. И праздник. Поэтому позвольте себе какое-то плодотворное сотрудничество, не отказаться. Может быть, и дружбу. Позвольте себе праздник. Позвольте себе вдохновение. Даже несмотря на то, что есть еще те вопросы, которые вас словно тянут назад. Но чем быстрее вы избавитесь где-то от ментального мусора и от пустых надежд. Может быть, надежд, вот как по 6 кубков, не ждать того, кто не придет. И наоборот, то, что пытается войти в вашу жизнь, сейчас не строя пока еще по части даже отношений грандиозных планов. Может быть, мы говорим, люди нам возвращаются по судьбе, и что-то подобное может быть в апреле. Пусть к вам человек возвращается на какой-то период времени, значит, это для чего-то вам нужно. И точно так же вы нужны ему. Поэтому позвольте себе продолжение тех отношений, в которых вы чувствуете себя хорошо и счастливо. Или позвольте себе те мысли, которые вас, наоборот, уводят от каких-то грустных воспоминаний или от того, что не может быть продолжено. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.